Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. И сегодня я покажу старинный рецепт печенья. Я и моя семья остались просто в восторге от него. Хрустящее и слоеное тесто просто тает во рту, а нежнейшая белковая начинка хорошо сочетается с тестом. Вы пока подписывайтесь на наш канал, а я начну приготовление. Для начала берем 3 яйца и отделяем белки от желтков. Я это делаю самым удобным для себя способом. Вбиваю яйца в миску и аккуратно достаю желток руками. Желтки пока убираем в сторону, а белки накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник, пока мы будем заниматься тестом. Для теста мы берем миску и просеиваем в нее 350 грамм муки. Дополнительно все ингредиенты будут прописаны под видео в описании. К просеянной муке добавляем щепотку соли и хорошо все перемешиваем. Дальше нам понадобится 180 грамм холодного сливочного масла. Советую брать масло 82% жирности. Масло мы обваливаем в муке и натираем его на крупной терке. После того, как натерли весь кусочек сливочного масла, смешиваем его с мукой, чтобы получилась однородная крошка. Для удобства, если у вас есть измельчитель, можно сделать крошку прямо в нем. Нарезать холодное сливочное масло на кусочки, добавить муку и сделать крошку. Я делаю без измельчителя, чтобы показать вам, что для приготовления такого теста совсем не обязательно наличие техники. Дальше берем желтки, добавляем к ним 100 грамм сметаны любой жирности и все хорошо перемешиваем. В муке с маслом делаем небольшое углубление и вливаем сметану желтками. Сначала замешиваем тесто ложкой. А затем руками. От тепла рук масло начнет таять и ингредиенты объединятся в комок. Долго тесто замешивать не нужно, достаточно, чтобы оно стало однородным. Тесто слегка прилипает к рукам, поэтому я присыпаю стол мукой и вмешиваю муку в тесто. Напоминаю, что тесто долго вымешивать не нужно. Как только добились нужной консистенции, сразу же останавливаемся. Оно у вас должно получиться мягкое и к рукам прилипать не должно. Это песочное тесто чем-то похоже на слоеное и не любит тепло, поэтому стараемся его лишний раз не согревать. Тесто готово, делим его пополам, а затем каждую половинку раскатываем в рулет, а рулет разделяем примерно на 10-15 частей. Из каждого кусочка катаем шарик. Идеального шарика добиваться не нужно, чтобы не перегреть тесто. Если вы часто задумываетесь, что же приготовить на завтрак, обед и на ужин, то хочу вам сказать, что на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Все шарики выкладываем на тарелку, накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 1 час. Можно оставить на ночь, как вам будет удобнее. Спустя час начинаем подготавливать начинку. Достаем белки из холодильника, вливаем их в миску побольше. Обязательно миска должна быть сухая и без следов жира. Добавляем к белкам щепотку соли
и начинаем взбивать миксером на скорости выше средней до появления пены. После этого берем 150 грамм сахара и по одной ложке всыпаем к белкам. Все порции дополнительно будут прописаны под этим видео в описании. Как только добавили ложку сахара, взбиваем примерно 30 секунд. Затем добавляем следующую порцию сахара. Вместо сахара также можно использовать такое же количество сахарной пудры. С последней порцией сахара добавляем 1 чайную ложку лимонного сока и взбиваем белки до устойчивых пиков. Время взбивания зависит от мощности вашего миксера. Это займет примерно 10-15 минут. Дальше к белкам добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Перемешиваем все лопаткой до полного объединения. Перемешивать лопаткой нужно очень аккуратно, движениями снизу вверх, для того, чтобы наши белки не опали. Достаем тесто из холодильника, берем один шарик и раскатываем в круг диаметром примерно 14 сантиметров. Тесто раскатываем очень тонко, чтобы оно прям просвечивалось. В середину кладем 1 столовую ложку начинки, одной половинкой теста накрываем вторую, защипываем края, посередине заготовки делаем углубление при помощи палочки и защипываем противоположные края. Получается интересная форма, которая напоминает ракушку. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Таким образом формируем все печенья. После того, как заполнили противень печеньем, отправляем в разогретую духовку на 200 градусов и выпекаем 10-15 минут до легкой золотистости. А пока готовится первая партия, начинаем подготавливать вторую. В начинку по желанию можно добавить немного орехов. В процессе выпечки печенье увеличится в объеме. В этом нет ничего страшного. Это придает ему особую изюминку. Первая партия печенья готова. Выглядит оно очень аппетитно и пахнет сливочным маслом. После того, как печенье остыло, посыпаем его сахарной пудрой. Это печенье получается очень нежное внутри и хрупкое снаружи. Его невозможно разломать, потому что оно рассыпается сразу в руках. Имейте в виду, что съесть одну штучку и остановиться у вас точно не получится. Я съела 3 штуки подряд и даже не заметила. Это старинный рецепт печенья, по которому пекли еще наши бабушки. У него на самом деле много названий. Некоторые называют его ракушки, кто-то крылья ангела, либо поцелуйчики. Этим печеньем я угощала всех своих подруг, и у всех была восторженная реакция, а затем просьба поделиться рецептом. Кстати, на следующий день печенье остается таким же хрустящим и нежным. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту, делитесь этим рецептом с друзьями, и спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Для меня на самом деле это очень важно.
И, конечно же, на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить.